Александр был состоятельным и самоуверенным мужчиной из Москвы. Он привык получать все без усилий и искренне верил, что для него не существует отказов. В кругу друзей он любил хвастаться деньгами и влиянием, и однажды обычная насмешка переросла в унизительный спор. Александр заявил, что сможет жениться на самой непривлекательной женщине, какую найдет, просто чтобы доказать свое превосходство. На кону стояла крупная сумма, и он воспринял это как развлечение. В поисках доказательства он отправился в Тверскую область, подальше от столичной жизни. На ярмарке в небольшом городке Торжок он заметил Марию, простую девушку с добрым лицом, немного полную, без дорогой одежды, но с открытой, теплой улыбкой. Она сразу показалась ему удобной целью. Александр вел себя безупречно, был внимателен, щедр, говорил красивые слова. Для Марии его интерес стал настоящим чудом. Она никогда не получала столько внимания и быстро поверила, что встретила человека, который увидел в ней не внешность, а душу. С каждым днем она все сильнее привязывалась к нему, представляя новую жизнь, дом, семью, будущее рядом с мужчиной, который казался ей надежным и искренним. Но однажды вечером все изменилось. Проходя по коридору загородного дома, Мария случайно услышала разговор Александра с его друзьями. Он смеялся, обсуждал пари, упоминал деньги и говорил о ней с холодной насмешкой. Ни сожаления, ни сомнений в его голосе не было. Мария не выдала себя. На следующий день она была такой же спокойной, вежливой и улыбчивой. Но внутри у нее уже не было наивной любви, там рождалась решимость. Свадьбу сыграли в роскошном зале в Санкт-Петербурге. Все было дорого и показно: хрусталь, мрамор, музыка. Александр сиял от самодовольства, уверенный, что довел спор до победного конца. Для него это был триумф. Когда настал момент клятв, и Марии задали вопрос, готова ли она стать его женой, она подняла голову. В ее взгляде больше не было робости. Четко и спокойно она сказала «нет». А затем добавила фразу, от которой зал замер. «Я не собираюсь связывать жизнь с мужчиной, чье достоинство настолько мало, и не только мужское». Секунду стояла тишина, а потом раздался смех. Гости не смогли сдержаться. Александр побледнел, словно потерял опору под ногами. Впервые он оказался беспомощным и выставленным на посмешище. Мария развернулась и ушла, не оглядываясь. В тот день Александр лишился не только денег и репутации, он потерял иллюзию собственного всемогущества. А Мария покинула зал уже не простой девушкой из глубинки, а женщиной, которая сумела вернуть себе достоинство и победить там, где ее считали слабой.